Нечеловеческая жестокость произошла в одной из квартир 16-этажки в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Восьмимесячную девочку обнаружили оперативники. Они прибыли на вызов о похищении младенца, о чем в полицию сообщила мать ребенка Анастасия. По телефону мать девочки заявила полиции, что к ней в квартиру ворвались, брызнули газовым баллоном в глаза, после чего она ничего не помнит. Уже во время предварительных показаний Анастасия расскажет полицейским, что кто-то якобы позвонил в дверь. Она, по ее словам, была сонная и открыла, потому что в глазок увидела, что мужчина похож на мужа. Дальше ничего не помнит, потому что потеряла сознание. Девушка настаивала, что, когда она очнулась, ребенок пропал. К молодой семье сразу прибыл экипаж, а позже и сотрудники Следственного комитета. Полицейские полностью осмотрели квартиру и примерно через 20 минут нашли в холодильнике расчлененное тело маленькой девочки. Когда сотрудники органов начали доставать из морозильной камеры миски с останками девочки, плохо стало даже мужикам. Не сумев спрятать все улики, мать с отцом перемололи часть дитя на мясорубке. Самую страшную находку оперативники обнаружили в морозильной камере – фарш. В квартире силовики нашли следы крови, а на кухне – несколько ножей, топор и электрическую мясорубку со следами ткани ребенка. Останки выносили в 13 пакетах. Согласно предварительным показаниям супругов, после ухода полицейских они планировали вынести тело дочери и закопать в ближайшей лесополосе. Мать рассчитывала, что напишут заявление о пропаже и на этом для них все закончится. Отец ребенка Яков Майборода, 33 года, уроженец Чертковского района. Работал менеджером в Ростове в частной компании. Мать Анастасия Чередниченко, 23 года, уроженка Ставропольского края, студентка 6-го курса РостГМУ. Училась на педиатра и проходила практику в местной поликлинике микрорайона Суворовского. Находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком. Отца задержали по горячим следам. Мужчина оказался то ли под алкоголем, то ли под наркотиками. Допросить подозреваемого сразу не удалось, он еще не вернул контакт с реальностью, рассказал источник. Мать сотрудникам органов пришлось сначала отвезти в больницу, женщину тошнило и рвало. Состояние здоровья матери, как позже выяснили силовики, было связано не с переживаниями после содеянного, Анастасия и Яков были под воздействием синтетических наркотиков. По информации собеседника, в крови молодых родителей нашли мефедрон. Родители убитой малышки представили следователям свою версию. Девочка погибла случайно, якобы Яков случайно ударил ее ногой по голове во время ссоры с женой. Она держала Леру на руках. Версия отца о случайном ударе подтверждается и его дальнейшими показаниями, но задержанные могут их и поменять. На теле ребенка обнаружен при этом ряд травм, а не одна. Первичная экспертиза показала, что смерть наступила от удара по голове тупым предметом. Их сложность в том, что тело собирается по частям. Результаты станут известны через 30 дней. Гистология покажет точную причину смерти. Следователи предполагают, по данным источника, что версию о ссоре родители преподносят, чтобы гибель ребенка посчитали смертью по неосторожности. Это другая статья, 109, предполагающая срок меньше, чем за умышленное убийство. Из чудовищных показаний, которые дала мать убитой девочки, я была не в себе. Я видела, что она мертва. Мы хотели избавиться от тела, ножи были тупые, поэтому решили через мясорубку пропустить. Якова и Анастасию арестовали. Против них возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, совершенной группой лиц. Подозреваемым назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Если будет доказано, что в смерти малолетнего виновны родители, им грозит лишение свободы до 20 лет.